Здравствуйте! В данном видео поговорим о памятной австралийской серебряной монете достоинством в 1 флорин, то есть 2 шиллинга, посвященной 50-летию образования Австралийского Союза. Монета отчеканена Королевским австралийским монетным двором в Мельбурне в 1951 году. Монета отчеканена из серебра 500-й пробы, имеет круглую форму, рубчатый гурт, медальное соотношение сторон, буртики и ободки на аверсе и реверсе. Тираж данной монеты 2 миллиона штук. Вес монеты 11,31 грамма, диаметр 28,5 миллиметров. На аверсе монеты в центре поля изображен профиль британского монарха Георга VI, смотрящий влево. Поскольку в разное время Австралийский Союз являлся доминионом Британской империи и королевством Содружества, которым, собственно, и является в данное время, главой государства являлся и является монарх метрополии, то есть король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, именуемый в Австралии, собственно, монархом Австралии. Ниже профиля указаны инициалы автора дизайна аверса Томаса Хэмфри Пейджета, английского медальера, к слову, автора дизайна множества британских монет. Круговая легенда, надпись заглавными буквами на латыни с сокращениями, означающая в переводе «Георг VI, милостью Божией, король всех британских территорий, защитник веры». Георг VI являлся королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также доминионов Британского Содружества с 11 декабря 1936 года по 6 февраля 1952 года, то есть до самой своей смерти. На реверсе монеты, автором дизайна которого стал австралийский скульптор и медальер Уильям Лесли Боулс, в центре поля изображены перекрещенный скипетр, один из древнейших символов власти. На данном изображении британский монарх Георг VI держит скипетр в правой руке. И меч, по моему мнению, напоминающий так называемый меч милосердия, церемониальный меч, используемый при коронации британских монархов. Опять же, прямой отсылки к этому мечу я не нашел, так что вопрос к знающим. Также в центре поля реверса монеты изображены звезды созвездия Южный Крест. Южный Крест – это созвездие южного полушария неба, в древности широко использовавшееся в астронавигации, а в наше время является широко используемым символом в геральдике государств, собственно, южного полушария. Выше звезды Гакрукс расположена корона, напоминающая корону Британской империи. Опять же, вопрос к знающим. Ниже изображения меча и скипетра расположена звезда Содружества или звезда Федерации. Семилучевая звезда, символизирующая организованную в 1901 году Федерацию Австралии. 6 лучей символизируют 6 изначальных штатов Содружества, 7-й территорию Папуа и все будущие территории Австралии. В левой центральной части поля реверса указан год 1901, в правой год 1951. Круговая легенда в верхней части реверса монеты, надпись заглавными латинскими буквами «Австралия», в нижней также выполненное заглавными латинскими буквами слово «флорин», разделенное на 2 равные части звездой Акрукс. 1 января 1901 года 6 отдельных британских самоуправляемых колоний Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Виктория, Тасмания, Южная Австралия и Западная Австралия
объединились в Федерацию Австралийское Содружество или Австралийский Союз. В свою очередь, Австралийский Союз стал доминионом, то есть государством в составе Британской империи, во главе которого стоял британский монарх. Стоит сказать, что еще две британских колонии, Новая Зеландия и Фиджи, также участвовали в переговорах по объединению в Федерацию, но все же решили в нее не вступать. В 1911 году из земель штата Новый Южный Уэльс была выделена территория для строительства столицы, так называемая федеральная столичная территория. А из северных территорий штата Южная Австралия была образована северная территория, также территория под федеральным управлением. Кроме того, в 1914 году Австралии под подчинение Лондона был передан остров Норфолк, а в 1931 году необитаемые острова Армор и Кортье, а также претензии на австралийскую антарктическую территорию в 1933 году. 11 декабря 1931 года парламентом Великобритании был принят так называемый Вестминстерский статут. Акт, который установил правовое положение доминионов, уравняв их с Великобританией и дающий доминионам полную самостоятельность во внутренних и внешних делах. Но при этом Великобритания фактически сохраняла контроль над внешней политикой доминионов. Стоит сказать, что Вестминстерский статут в Австралии был ратифицирован лишь 9 октября 1942 года. Ну а окончательную независимость, забегая вперед от Великобритании, Австралия получила лишь с принятием австралийского указа в 1986 году. Хотя и в наши дни, как уже говорилось ранее, монархом Австралии является британский монарх, который, однако, имеет ряд прерогатив во внутренних и иностранных делах. Изображение монеты сделано с монеты из собственной коллекции. При подготовке данного видео использован материал англоязычной и русскоязычной Википедии, сайтов ucoin.net и numista.com, а также стандартного каталога мировых монет 20 века Крауза 46-й редакции. Просьба писать в комментариях обзоры на какие монеты вам хотелось бы увидеть. Всем желаю удачи в пополнении коллекции. До новых встреч!